Самый популярный кроссовер Kia наконец-то официально добрался до европейского рынка. Да-да, речь о модели Kia Sportage, которая разошлась по миру уже тиражом более 7 миллионов. Рестайлинг этого бестселлера показали еще в прошлом году. Сначала глобально, затем в версии для США. И вот, наконец, очередь дошла до Европы. И можно отметить, европейский Sportage имеет свои особенности. Прежде всего, это укороченная колесная база. Под капотом, на выбор, классический бензиновый или дизельный двигатель или современный гибрид. Так что каждый найдет что-то для себя. И новая версия не просто освежила внешность, она получила обновленный дизайн, передовые технологии, современные системы безопасности и больше комфорта в салоне. Kia четко дает понять, Sportage остается главным игроком среди городских кроссоверов и не собирается сдавать позиции. Kia Sportage 2025 модельного года для Европы сохранил узнаваемые черты предыдущей модели, но в то же время поразил яркими обновлениями, которые мгновенно привлекают внимание. Наибольшее изменение – это передняя часть. Теперь вертикально расположенные фары с ходовыми огнями в виде цифры 1 заменили привычные бумеранги. А новая радиаторная решетка в классическом прямоугольном формате с вертикальными прорезями добавила авто агрессивности. Увеличенные воздухозаборники на переднем бампере и обновленный задний бампер с новой графикой задних фонарей создают более динамичный образ. Кроме того, дизайн легкосплавных дисков изменился и доступны в размерах от 17 до 19 дюймов. В общем, внешность нового Sportage – это интересная смесь большого Sorento, полностью электрического EV9 и нового компактного EV3. Автомобиль выглядит свежо и современно. Ну а для фанатов спортивного стиля в линейке осталась комплектация GT Line с агрессивным дизайном бамперов, эксклюзивной решеткой, черными молдингами и эффектной отделкой порогов. А 19-дюймовые колеса уникального дизайна дополняют этот образ. Благодаря увеличенному переднему свесу новый Sportage стал длиннее на 25 мм. Теперь его длина достигает 4540 мм. При этом другие габариты почти не изменились. Ширина 1865 мм, высота 1665, а колесная база осталась на уровне 2680 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 170 мм. И для сравнения, корейская и американская версии Sportage длиннее европейского варианта сразу на 145 мм и имеют длину 4685 мм. В салоне нового корейского кроссовера вас ждет модернизированная передняя панель с обновленными вентиляционными отверстиями. Рулевое колесо получило стильный новый дизайн с двумя спицами. Главной изюминкой интерьера стал изогнутый панорамный экран, моноблок, объединяющий два 12- и 3-дюймовых дисплея в единое целое. На этих экранах удобно отображаются как приборная панель, так и мультимедийный экран с новой операционной системой, поддерживающая беспроводные обновления. Для тех, кто ценит максимальный комфорт, доступен 10-дюймовый проекционный дисплей, еще одна полезная опция, делающая управление авто еще более удобным. Наряду с новой мультимедийной системой у Sportage появились новые удобные функции и широкий выбор развлекательных возможностей. В частности, обновленная модель получила помощника с искусственным интеллектом, значительно улучшающим голосовое управление, а также обеспечивающим доступ к различным приложениям. Среди них сервисы для просмотра потокового видео и разнообразные игры. Еще одной новинкой стала платежная система Kia Payment, позволяющая водителям находить парковки по всей Европе и легко оплачивать их непосредственно через сенсорный экран мультимедийной системы. Климат-контроль и управление радиосистемой остались на привычном месте, внизу панели, но для создания более изысканной атмосферы в салоне добавлена мягкая декоративная подсветка вдоль передней панели. В руль интегрирована камера, которая следит за вниманием водителя, а датчики на руле обеспечивают правильное расположение водительских рук. Кроме того, в обновленном Sportage появились функции,
значительно упрощающие использование автомобиля. Телефон как ключ для iPhone, Apple Watch или Android смартфонов, встроенный видеорегистратор. Дополненная реальность для навигации и 3D-режим для камеры кругового обзора. Зеркала заднего вида автоматически опускаются при включении задней передачи, добавляя удобства при парковке. Специалисты Kia также улучшили комфорт и тишину в салоне. Новые амортизаторы, по заявлению производителя, эффективно снижают шум дорожного движения. А дополнительные шумоизоляционные материалы в районе передних и центральных стоек и дверных панелей обеспечивают еще большую тишину в салоне. В интерьере теперь используется новая обивка. А у Sportage GT Line черно-белое сочетание высококачественной искусственной кожи и мягкой замши. В просторном салоне Sportage пассажиры задних сидений могут расслабиться, ведь для ног здесь почти метр простора. Багажный отсек предлагает много места. В зависимости от варианта двигателя он вмещает до 587 литров. Сложив спинку заднего сиденья, его емкость можно увеличить до 1776 литров. Регулируемый по высоте пол багажного отделения предлагает дополнительную гибкость в дизельных и гибридных моделях. В обновленном кроссовере инженеры существенно пересмотрели сочетание двигателей и трансмиссий. Под капотом всегда 1,6-литровый мотор, но дальше все зависит от ваших предпочтений. Поклонники бензина могут выбрать турбированный двигатель на 150 или 180 лошадиных сил. Ищущим экономию подойдет 1,6-литровый дизельный мягкий гибрид на 136 сил. А для тех, кто хочет больше драйва и технологий, доступен полноценный гибрид на 239 лошадей. И, конечно, флагман среди силовых установок – плагин-гибрид, выдающий мощные 288 лошадей. И полностью гибридная, и плагин-гибридная модели стали еще более мощными и эффективными. Значительную роль в этом сыграло новое поколение шестиступенчатой автоматической коробки, которая теперь входит в стандартную комплектацию обоих вариантов. Для бензиновых и дизельных двигателей предусмотрен выбор – шестиступенчатая механика или семиступенчатый автомат с двойным сцеплением. Причем более мощный бензиновый мотор доступен исключительно с автоматической трансмиссией. Также в зависимости от типа трансмиссии можно выбрать передний или полный привод. А подключаемый гибрид, ранее идущий только с полным приводом, теперь будет доступен и в версии с передним приводом. Больше технических подробностей по силовым установкам для Европы компания планирует раскрыть ближе к старту продаж. Что касается технологий помощи водителю, то обновленный Kia Sportage вывел их на новый уровень. Теперь в кроссовере доступна система помощи при вождении на шоссе 2, которая пришла на смену первой версии. Она умеет автоматически изменять полосу движения, учитывает данные навигации и корректирует скорость перед поворотами, обеспечивая более плавное и безопасное вождение. А еще обновлен адаптивный круиз-контроль на основе навигации с функцией Stop and Go. Теперь он имеет функцию экстренной остановки. Если водитель не реагирует, автомобиль останавливается и включает аварийку. А помощник удержания в полосе стал точнее и даже ориентируется на авто впереди, если дорожной разметки временно нет. И это еще не все. Благодаря интеллектуальному обучению система может адаптировать ускорение и торможение под стиль водителя, повторяя его манеру управления. Парковаться стало еще проще. Система помощи при парковке теперь лучше распознает объекты со стороны. Новый Kia Sportage уже готовится к выходу, и его будут производить на заводе Kia в Словакии. Продажи стартуют в третьем квартале 2025 года. Сначала на рынке появятся бензиновые и дизельные версии, в октябре к ним присоединится гибрид, а в конце года еще и плагин гибридная модификация. Цены на новинку станут известны ближе к старту продаж в Европе. Для справки, текущая модель в Европе стартует от 34,5 тысяч евро за бензиновую версию и от 36,5 тысяч за дизельную. Обновленный Kia Sportage показывает, как грамотное обновление делает популярную модель еще лучше. Стиль, технологии и комфорт делают его востребованным в своем сегменте. Sportage сохраняет свой дух, динамичный, практичный и инновационный, идеально подходящий для современных семей.
Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.